Что, если однажды объявят войну, но никто не придет, чтобы на ней сразиться? Или если солдаты вдруг решат, что им надоело убивать друг друга, и они просто уйдут домой? О, это была бы катастрофа. Когда мне было 13 лет, по нашему адресу пришли сразу 2 письма с Западного фронта. Нужно сказать, что жизнь тогда была тихой, и письма мы с мамой получали нечасто. Это было еще до того, как в 1915 году первые бомбы упали на Лондон, и по грустному стечению обстоятельств наш маленький каменный дом оказался на их пути. С крошечным садом, камином, полным золы, неоконченной штопкой и старыми деревянными игрушками, лошадиными головами на палочках и бутафорскими мечами, которыми мы с братом так любили играть в войну. Тогда все эти простые, милые сердцу вещи еще окружали нас. А я с ногами устроился в скрипучем кресле, чтобы прочесть вслух маме первое письмо, написанное красивым твердым почерком моего старшего брата Марка. Он писал: «Милый Кристиан, я надеюсь, что у вас с мамой все благополучно и желаю вам счастливого Рождества. Хоть и знаю, что это письмо вы получите много позже. Я не хочу пугать вас рассказами о ужасах войны, которая подобна аду. Сегодня я хочу рассказать вам о чуде. О настоящем чуде, которое произошло прямо в канун Рождества 1914 года на линии фронта. Когда дневной свет угас, что-то странное стало происходить в немецких окопах. Мы не могли поверить своим глазам, но они установили там елки и украсили их гирляндами и свечами, а потом принялись петь рождественские хоралы. Слова были незнакомыми, но музыка точно была та же самая. Мы так удивились, а потом подхватили из своего окопа. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит. Вначале немцы замолчали, а потом принялись хохотать и кричать: «Эй, счастливого Рождества, англичане!» А потом происходило что-то невероятное. Все выбрались из своих окопов и принялись пожимать друг другу руки и желать счастливого Рождества и обмениваться подарками. Наши консервы на их алкоголь, их сигареты, а наши конфеты. Хотелось быть добрым, хотелось отдать что угодно. У меня ничего не было, поэтому я просто отдал немецкому парню пуговицу своей формы и показал фотографию своей семьи. А он угостил меня печеньем, которое пекла его невеста. Джозеф, который в мирной жизни работал парикмахером, стриг мальчишек из Баварии. Кто-то играл в футбол. Наш командир приказал собрать с поля боя и похоронить по христианскому обычаю павших с обеих сторон, которые лежали там уже пару недель. Позже, на поминальной службе мы стояли бок о бок. Англичане, немцы, просто люди, садовники, крестьяне, парикмахеры, сыновья и братья, которые ждали дома. Артиллерия молчала. Медленно падал снег. И никому не приходило в голову начать стрелять. И в эту ночь, и в этот день я точно знал, что Бог не оставил нас, и что будет время, когда не будет ненависти, страданий и войн. Я никогда не чувствовал ничего прекраснее. Милый Кристиан, на следующее утро высшее командование узнало о нашем рождественском перемирии и велело нам идти в атаку. Нашего командира отдали под трибунал,
а артиллерии приказали усилить огонь по немецким позициям. Я шлю вам всю свою любовь и надеюсь увидеть вас вскоре. Поцелует меня маму. Марк. Вторым письмом, полученным в этот день, была похоронка. Дай шансу мир, когда дети цветов вновь станут детьми. Напой несколько строк и смотри, как все сплелось из твоих длинных волос и моих долгих дорог. Спи, пока не слышны шаги тех, кто придет за тобой, тех, кто войдет в наш дом без дверей. Спи, пока мы так далеки от выстрелов и орденов, пока мы верим, что жизнь такая. Представь, что это стекло, и нарисуй на стекле тех, кто не постарел, и крылья их кораблей. Ткань дрожит на ветру, и все рождается вдруг из твоих протянутых рук и моих непорванных струн. Спи, пока не слышны шаги тех, кто придет за тобой, тех, кто войдет в наш дом без дверей. Спи, пока мы так далеки от выстрелов и орденов, пока мы верим, что